Россияне готовятся к штурму Авдеевки. Коллаборанту Сальдо дали 15 лет с конфискацией, а Хизбалла обещает разрастание конфликта. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Азербайджан проводит парад победы на улицах главного города Карабаха. В Азербайджане больше не будет места сепаратизму. Сегодня азербайджанское государство контролирует всю территорию страны. Албания готова принять 36 тысяч мигрантов, заключив договор с Италией. Утверждать, что мы сделали это потому, что Италия заставит нас открыть переговоры с ЕС, просто смешно. Пропалестинские митинги в Лондоне назначены на День памяти. Как справиться с провокациями полиции? Нет такого механизма, чтобы запретить такое. И если организаторы хотят, то это произойдет. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Давайте еще закрепим это доверие, поставим лайк или оставим комментарий. А еще лучше подписаться на наши каналы. Поехали! Российская армия готовится к атаке на Авдеевку, копит боеприпасы и совершает точечные вылазки, пополняет резервы. Разговор об оперативной паузе тоже имеет место. Они получили по зубам, ведут перегруппировку. Нагнали сюда 40 тысяч резервов личного состава. Накапливают боекомплект всех калибров. Пока не видно, чтобы они отказались от планов захватить Авдеевку. В последнее время оккупанты выбрали тактику ловли на живца, то есть запускают небольшие отряды пехоты 10-20 человек, чтобы выманить украинскую артиллерию. Коллаборанту Сальдо дали 15 лет тюрьмы. Одесский суд приговорил заочно херсонского коллаборанта к сроку с конфискацией имущества. Его признали виновным по обвинениям в государственной измене, коллаборационизме и оправдании российского вторжения. Это максимальный срок, ведь по украинскому законодательству пожизненно не могут давать людям старше 60. Газа не может оставаться под управлением Хамас, а Израиль не может оккупировать Газу, говорит госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел Большой Семерки в Токио. Мы все согласились с тем, что гуманитарные паузы будут способствовать достижению ключевых целей: защите палестинского гражданского населения, увеличению устойчивого потока гуманитарной помощи, предоставлению возможности выезда нашим гражданам и иностранным гражданам, а также содействию освобождению заложников. Когда речь идет о постконфликтном управлении в Газе, несколько вещей ясны и необходимы. Первое. Газа не может управляться и продолжать управляться Хамасом. Это просто приведет к повторению событий 7 октября и использованию Газы в качестве места для проведения террористических атак. Ясно также, что Израиль не может оккупировать Газу. Блинкен говорит, что у лидеров Израиля нет цели оккупировать Газу или оставаться там надолго. Сейчас разговоры идут о поиске переходного процесса, механизма, который позволит обеспечить безопасность в регионе. Но это все исходя из того, что конфликт уже идет на убыль, но не все придерживаются этой мысли. Заместитель главы Хизбаллы шейх Наим Кассен заявил BBC, что существует реальная угроза расширения войны на Ближнем Востоке, то есть на весь регион, как минимум. Если агрессия усилится и будет продолжаться такими темпами, то в регионе могут произойти очень опасные и очень серьезные события. Никто не сможет остановить последствия. Наверняка существует опасность развязывания более широкой региональной войны. Опасность реальна, потому что Израиль усиливает агрессию против мирного населения и убивает все больше женщин и детей. Возможно ли, что это продолжалось и усиливалось, не создавая реальной опасности для региона? Я думаю, что нет. Заместитель лидера Хизбаллы считает, что именно Израиль виноват во всей эскалации и считает операцию, проведенную Хамас 7 октября, более чем успешной. Албания готова принять до 36 тысяч мигрантов. Накануне премьер-министр Албании договорился с премьер-министром Италии о том, что мигранты, спасенные в море итальянскими властями, будут доставляться в Албанию. Это не распространяется на мигрантов, подобранных поисково-спасательными судами неправительственных организаций, на тех, кто действительно высаживается в Италии, а также на несовершеннолетних, беременных и так далее. Премьер-министр Албании начали критиковать в медиа за это решение. Все итальянские журналисты, все без исключения, спрашивают, в чем заключается quid pro quo, что это дает Албании.
Что стоит за этим соглашением? Почему должно быть услуга за услугу? Утверждать, что мы сделали это потому, что Италия заставит нас открыть переговоры с ЕС, просто смешно, потому что мы уже открыли переговоры в ЕС. И это не то, как вы приходите в ЕС. Италия не говорит: примите 3000 мигрантов, и мы разрешим вам войти в ЕС. В каком мире мы живем? Нужно быть немного корректнее и серьезнее, когда обсуждаешь подобные вопросы. И для меня это очень сложный вопрос. Я не вижу какого-то волшебного решения, которое бы решило проблему миграционных потоков. Я не боюсь никакого рецидива. Азербайджан провел военный парад в Ханкинди, столице Карабаха. Его приурочили к возвращению территорий. Одетый в военную форму президент Азербайджана Ильхам Алиев принимал парад непосредственно. По центральной площади прошли все виды военной техники, и замыкала колонну машина со стеной на прицепе, стеной, составленной из армянских номеров автомобилей, которые еще недавно ехали по дорогам Карабаха. Сверху номерных знаков располагалась надпись, которая в переводе с азербайджанского означает «Победа». В Азербайджане больше не будет места сепаратизму. Сегодня азербайджанское государство контролирует всю территорию страны. Закон не может запретить проведение собраний и митингов в преддверии запланированной пропалестинской акции протеста в Лондоне в День памяти 11 ноября. Этот день призван почтить память всех солдат британского содружества, погибших в конфликтах с участием Великобритании. Пропалестинский митинг назначен именно на этот день. И глава полиции Лондона пообещал, что правоохранители сделают все возможное для того, чтобы мероприятия, посвященные Дню памяти, прошли в обычном режиме. Я прекрасно понимаю все оживленные общественные дискуссии, которые ведутся в настоящее время. Поскольку мероприятие у кинотафа, поминовение и перемирие в выходные дни – это такой важный день в национальном календаре, когда мы вспоминаем тех, кто участвовал в создании общества, в котором мы сегодня живем. Но все эти вопросы вкуса и приличия, как я их понимаю, не для нас. Причина, по которой у нас есть независимая полицейская служба, заключается в двух вещах. Это закон и факты, как они есть сегодня, которые влияют на то, как мы управляем делами. И есть два момента, которые я действительно хотел бы отметить. Первое – это то, что памятные мероприятия не будут нарушены. Какие бы протесты и мероприятия ни проходили, мы сделаем все возможное, чтобы защитить их, потому что они очень важны. Люди не должны бояться того, что они будут скомпрометированы. Мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло. Второй момент, касающийся протестов. В эти выходные будет проведена акция протеста, и парламент очень четко об этом говорит. В законе нет механизма запрета на проведение собрания, статичного протеста, митинга, чего-либо подобного. Нет такого механизма, чтобы запретить такое, и если организаторы хотят, то это произойдет. Заявление главы полиции прозвучало после того, как премьер-министр Великобритании Риши Сунак осудил планы проведения марша в поддержку Палестины, а лондонская полиция призвала организаторов не проводить никаких акций протеста, запланированных на эти выходные. Спасибо, что смотрите, спасибо вам за доверие, спасибо за лайки, комментарии и репосты, которые вы оставляете под нашими видео. Не забывайте подписываться на канал, это тоже очень важно. Ну а на этом все, до встречи, хороших вам новостей.